Всем привет, меня зовут Маша, мы многодетная семья из Москвы. 2 месяца назад мы выехали на нашем автодоме из Москвы через Грузию в Турцию. Нормально, сядьте. В этой серии вы увидите город Демре и его главные достопримечательности и наши прекрасные прогулки по нему. А если вы хотите узнать, что с нами происходило до этого, можете посмотреть все наши предыдущие серии. Мне очень нравится в автодоме. Любимая моя женушка, хочешь все мужа в стойло поставить, чтобы он дома сидел, не путешествовал? Нет, хочу, чтобы он мне бутерброды с икрой давал каждый день. Кушай. Вкусно? Вчера вечером мы заехали на этот пляж. Вот там есть проезд, и стояла семья из Нидерландов на стареньком кемпере. И они такие: вы серьезно хотите сюда заехать? Вы типа сумасшедшие. Ну что, на песок? Ну, мы посмотрели, что песок хороший. И заехали. Сначала вот там встали внизу. Но было у нас мнение, что может быть прилив и нас затопит. Поэтому мы заехали сюда наверх. И встали вот так вот. Давайте кофе попьем перед выездом. Нужны ваши стаканы, чашки. И сейчас мы после кофе хотим отправиться в древний город Демре. Ты прочитал что-нибудь про него? Нет еще, но он очень древний и красивый. Влада! Влада! Бутерброд с икрой. Другим не предлагаю. Если кто-то захочет, мы сделаем, Славен. Будешь? А расскажи, пожалуйста, как мы сейчас ходили в поход? Плохо. Плохо? Яся, ты что скажешь? Просто Влада сказала, чтобы она стекло не брала. А она взяла стекло. Она обижена на причину, что когда она взяла стекло от разбитой бутылки, я на нее как мама накричала. Правильно, она потому что о тебе заботится. Этим стеклом можно порезаться, Слава, занести заразу. Вот как у меня порез, смотри, какой на руке. Вот видишь, вот так же можно порезаться сильно. Влада о тебе заботится, Я наоборот. тоже хотела. Не берите стекло и не обижайся на Владу. Влада молодец. Я пошел тебе за бутербродом, да? Мне за шоколадным пакетом. Нет, у нас сегодня только бутерброды с икрой в меню, Яся. Если хочешь бутерброд с икрой, я принесу. Слава, пойдем уже, нам ехать надо. Нам ехать надо. Что случилось? Объясни. Гончик, вот гончик. На тебе ясно. Вы ходите? Гончика, она плачет. В общем, пока соберешься, 2 часа пройдет. Пока все в туалет сходят, пока все поноют, поорут, поедят. Серег, ты не устал ждать еще, нет? Отлично, запрыгивай. Давай, иди теперь, Следующий. Иди, Славяш, иди. Идем, пожалуй. Все хорошо. Сейчас античный Ножки город давай. посмотрим. Представляешь? Древний, 5-6 века до нашей эры. Тебя еще тогда не было. Тебе тоже. Это француз. Нет. На с микрокараванчиком. Сейчас к ним можем подъехать. А зачем? Ну они вон машут что-то. Да ладно, поехали уже, Серега. Поехали тут просто мимо к женщинам, они готовят хлеб. Экмек? О, Экмек? а кутап нот? Экмек? Anlamıyorum Türkçe konuşsan. Кутап? Нет? Экмек только, да? Ekmek bu, ekmek evet. Такие Смотри, красавицы. какой потрогай, горячий. Ага. Yiyin. Такие красавицы. Да? Вот тебе в жены можно взять. Да. А? Только мусульмане, да? Дочку ее. На дровах. А это, наверное, на продажу. Давай купим. Скамоч. Денис. Yok yok. Yok hayır Нет? hayır. Yok bu bizden. Бесплатно. Afiyet olsun size.
Çok teşekkür. Afiyet olsun. Sağ ol, afiyet olsun. Красота. Ну-ка. Хрустящие. Знаешь, на постное похоже по вкусу. А сразу в рот засунул. Они дали бесплатно нам хлеб. Да. И лепешки очень красивые, и женщины очень красивые. Смотрите, как они наряжены. В платочках, с сережками, в платьях. Красавицы. Остановились на парковке. Сейчас в древний город пойдем. Сними автодома вот эти. Детей там уже... Детей уже опять апельсинами одарили. Спасибо. Тут стоят вот два автодома. Уже тоже, видимо, на экскурсию пошли. Такой офигенный, огромный автодом, проходимый с этим. Вон тоже игрушки. Там, видимо, с детьми ездят. Немецкие. 13 евро? А вот это, собственно, нидерландцы. Дети бесплатно? Здесь тоже уже, которые с нами стояли на пляже с 3 детьми. Вон у нидерландской семьи вот такой автодом. Там, видимо, 3 кровати для 3 детей. Они, наверное, спят в алькове. Моя бизнес, маленький бизнес. Мира, налево Ликийский Гробницкий, направо Римский театр. 1 минута пешком. 3 сестра, апельсиновый сок пей. Аккуратно. Сестра, Мия, сестра, 3 Систер, пей апельсиновый сок. Стаканчик, чтобы им разделить. Twin sister. 3 sister. И здесь есть бесплатная парковка для караванов. Можно ночью стоять, да? Да, можно, да. Бесплатно парковки, кампинг бесплатно. Кампинг бесплатно, чай, кафе. Turkish кафе, апельсиновый сок, куриный кебаб, салат, Все картошки. бесплатно. Бесплатно. Да, все бесплатно. Вход стоит сюда 13 евро со взрослого, детям бесплатно. До определенного возраста. Давай, дети, заходите вниз. Маш, давай, пускай нас. Прочитайте, можно сок? Можно. Мира, древний город в Ликии, расположенный в Турции. Город был расположен в 5 километрах от берега Средиземного моря на реке Андрак, у впадения которой в море находилась гавань Андриаки. Мы, наверное, в этой гавани и были сегодня утром, Андриаки. По одной из версий, город получил название от слова «мира», смола, из которой делают благовония. По другой версии, название города Маура, этрусского происхождения, означает «место матери-богини». От города сохранились развалины греко-римского театра и высеченные в скалах гробницы. Это гробница? Вот там гробница, да. Это не дома? Мира была одним из крупнейших городов Ликийского союза. С 3 по 2 век до нашей эры чеканили собственную монету. Эти места посетил апостол Павел перед своим отправлением в Рим. Упадок наступил в 7 веке, когда город подвергся разрушению в ходе набегов арабов, а также затоплению грязями реки Мирос. Пойдемте, малыши. Это развалины древнего города. Видишь, раньше были колонны, какие-то украшения. Потом здание развалилось, и остались от него вот такие вот элементы. Тут выход, это лабиринт такой. Смотрите, я нашел ваше изображение Славы, Яси и Влады. Вот. Орущие. Орущие, смотрите. Не похоже? Не похоже. Один вообще-то мальчик. Да. Ну да, правда. Что такое гробницы, Влада? Похоронены, да, были? Сейчас-то их там нет уже. Можете, странный вопрос. Как это вырубить в скале, должен быть вопрос, а не как туда затащить. Это первый вопрос. А второй, как они туда затаскивали, как они туда заходили? Веревки были, и все было, что хочешь. Ну, дверь Тут такая, не ответственная же типа, скала. чтобы выйти. А выйти некуда. Ха-ха-ха, там просто... Ха-ха-ха, очень маленький домик, просто смешно. О, я в домике. Да. Тут просто маленькие домики. И Том, я в домике. Шуметь нельзя. Ну вот люди это сделали, да, как будто это из бревен типа.
на самом, ну как это, я не знаю. Ну, как будто из дерева Как будто сделано. из дерева, да, но это у них как вот такое воображение уже было, да, вот такое видение. Ты имеешь в виду вот эти вот Да, нижние крыши, части? вообще вот крыши. Тут жила королевская древняя овчарка. Где это написано? Вон она на фоте почему-то. А, Пойдем. так это приклеил кто-то просто. Кто это? Это просто кто-то уже сейчас приклеил наклейки. Вперед идите. Вперед за папой, под ноги смотрим. Именно под ноги. В замке. Сейчас остановимся, будем осматриваться. Камешки надо пройти аккуратно. Ух. Дух захватывает какое-то все величественное и огромное. Сложно представить вообще, как люди все это сделали в те времена. Какие они уже тогда были образованные, чтобы все это вот так спроектировать, выстроить. Да, сложно представить. Влада, маленький, как вы думаете, что это такое? Где мы находимся? Мы сейчас находимся, где раньше смотрели. Какая высота, мамочка! Правильно. Папа, смотри, там жило много овчарок. Видишь клетку? Да, да, Поняли Влада, вы? смотри. Здесь Помните, раньше вы в представления церквях были? Да. Вот это вот как древний цирк. А когда-то, представьте себе, что такие же маленькие девочки, как вы, которых уже давно нет, смотрели тоже представление здесь. Очень давно. И там наверху жили много овчарок. И облизывали людей. жестокие всякие представления. Ну, я думаю, тоже в том числе, конечно, были. Греко-римское сооружение построено в IV веке до нашей эры. Амфитеатр вмещал 10 тысяч зрителей. В старину здесь проходили спортивные соревнования, театральные представления, возможно, гладиаторские бои. Руины выглядят монументально и величественно. Особенно сооружение. Массивные каменные блоки здесь скреплены без использования Мама, там раствора. хулиган. Амфитеатр пережил несколько мощных землетрясений, а в XII веке его погребло под слоем грязи после наводнения. Раскопки в этом историческом месте начались только в 20 веке. Кто же знал? Потому что Не может обвалиться, оно просто 1000 лет не обваливалось. Понимаете же? А сейчас... Нет, сейчас не обвалится. Мы аккуратненько спустимся и все. Крепко. И это... Угу. Люди спускают. Пойдем тихонечко. Вип ложа. Где? Вот Маша Пеклова. Вип. Для вип персон. Главных, важных дядь и теть. Места были. Там. Вот это была Виктория. А, оно было ограждено, да? Ну, конечно. А, какие-то правители сидели, наверное. Богатые люди. Аккуратней. Классно, что здесь не запрещено лазить. Хотя, наверное, от этого тоже страдает все это. Мы в древнем городе. Сейчас вон древний кот бегает. Вон там дрались всякие собачьи боксеры. И собачьи гонки там бегали. И собачьи тренировки там были. Представляешь, Маш, сколько здесь тысяч людей было? Сколько сотен тысяч людей было? Смотрело эти представления, и все стерлось в истории. Ничего не осталось, даже имен не осталось. Только камни эти. И мы также исчезнем с вами. Никто нас не вспомнит. А кто появится? А появятся наши потомки, дети, если они у вас будут. Твои дети твоих детей. А не умирай! Я не умираю. А я думала, появятся львы, у которых голова как у головы. Наши же предки тоже жили в это время. Наши прабабушки, прадедушки. Мы же не из пустоты появились, они тоже в это время все жили. Когда здесь все происходило. Идите, я дам вам. Поэтому историю очень интересно знать и изучать. Ладочка. Она не ест. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии и провода в небо б только не мучаться.
Тучкой маленькой обернусь над твоим крохотным домиком, разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Если здесь раскопаешь, оно все упадет, наверное. А тут там что-то еще может быть под землей, Да. типа? Думаю, да? Ну-ка давай, спускайся. Там еще много интересного. Сейчас эти приедут. Там много Жандармы. Спускайся. интересного. Вы не пойдете? Нет, спускайся. Ну, там какие-то комнаты. Да иди давай вниз. Как мы с детьми? Смотрел, что Ну иди посмотри и спускайся. Сейчас тебя заберут, Жандармы сейчас приедут. Кто? Ну какие вот эти, как там? Полиция. Как ты сказала? Называются? Жандармы. Жердармы? Не жердармы, а жандармы называются здесь, в Турции. Ой, смотри, папа несет что. Добыл. Добыл аленький Так, я цветочек. прыгаю. Ой, нет, нет, ты что? Не сядь по попу туда. Ой, ты чё? Проткнешь так сейчас. Это древний камень на память, а это цветочек маме. Спасибо. Папа, Красивый какой, фиолетовый. я тебе покажу то. Что? Ладочка, тебе нравится? Иди на мной. Там еще какая-то Это, наверное, основная лестница туда, на верхние ряды. А это вот проходы на средние, наверное, ряды, или нет? Или это куда? Тут еще одна. Ой, это разрушенная. Поднялись мы еще выше, на самый-самый верх. Дух захватывает. Не то, что сейчас в театрах. Вот эти все ряды, они пологие. А здесь прям такие крутые. Всем видно. Здесь никак, наверное, не может зритель с переднего ряда заслонить, потому что очень такой крутой подъемчик. Яся, расскажи, какие у тебя впечатления от древнего амфитеатра? Мама, что сегодня у нас на обед? У нас куриный супчик. Любишь куриный супчик? С лавровым листом. С огорода дядюшки Нека. А знаешь, куда мы поедем, Влада, после... куда мы Магазин. поедем после обеда? Куда? На чем? Ой, смотри, у нас ребенок плачет опять. А ну пойдем узнаем, почему он плачет. Скажи, Быстрее. Пойдем, надо узнать. Ребенок, что случилось? Скажи, пожалуйста. Что случилось? Папа, твердая игрушка ударила меня. По голове? Мягкая, она мягкая. У нее глаза твердые и нос. Слав, а почему ты ударила? Из-за чего? Она дразнилась. Как я она не сказала? дразнилась. Как она сказала? Я ничто ей не сказала. Слав, в этой ситуации прежде всего не права ты. Знаешь почему? Потому что если даже дразнится кто-то, не надо бить в ответ. Бить – это плохо. Понимаешь? Надо сказать, кто так обзывается, то так и называется. И все. Вы помиритесь? А то в таком настроении не хочу никуда ехать. И ни валяшек не хочу покупать никаких. Может, вы помиритесь, и мы в хорошем настроении пойдем в магазин? Так куда мы поедем после обеда, рассказывай. Магазин, рассказывай. После обеда мы поедем в одно место. Это церковь Николая Чудотворца называется. Древняя очень. Покровитель детей и путешественников считается святой нашей церкви. Православной. Ну, в христианстве тоже. И там тоже будут и магазины, и все. Еще нам надо видео загрузить новое. Но если детишки не обнимутся, я что-то не хочу ехать в таком настроении. Нет, пожалуйста, обними. Ну, не хотят обниматься, пусть дуются. Я тогда, может, вообще никуда не поеду. А мне можно? Вот они обнимут. Слава, а ты чего не обнимаешь Ясю? Не Слава. валяшки.
У нас молотит генератор, Маша греет суп. Ну что, не всю ж кастрюлю греть? А сосиски кто будет есть? Детишки. Детишки? С супом, с бутербродами, с жареным хлебушком. А то сейчас мы поедем и будет: я хочу есть, пошли в кафе. Хочешь такое? Приятного аппетита, малыши. Спасибо. Спасибо. И приятного аппетита. Спасибо и приятного. Скажите, мама с папой вас не обижают, не балуют? Балуют или не балуют? Нет. Нет. Вы избалованные дети или нет? Нет. Чуть-чуть, да. А это что такое? Это вкусный бутерброд с тунцом и перчиком халапеньо, который вчера, когда мы его открыли, был не острый, а к вечеру так поострел, что его было невозможно взять в рот. Кушай. Это тебе, я уже съела. Спасибо большое. Детишки, маленький вам ликбез. Вопрос. Какой? Вот у нас здесь есть в кабине вот это. Что это такое? Это боженьки 3 боженьки. и одна девочка. Давайте разбираться. Вот это Бога-Матерь. Бога-Матерь? Мама Бога. И это Иисус Христос. Это Бог. Это Он родился. Я знаю. А это тогда? А это святой Николай. Покровитель всех путешественников. И он вот здесь жил, в этом городе, где мы сейчас находимся. И мы поедем в церковь, где он был священником. Зачем, как вы думаете, вот эти иконы здесь в машине висят? Чтобы нам помогали. Да, и чтобы мы тоже были добрыми, да? Да. И не делали зла никому никогда, да? Чтобы мы смотрели на Бога, а Бог смотрел на нас. Ага. И вот представьте, мы сейчас поедем вот к этому дядечке, который жил. А знаете еще что про этого дядечку? Еще что-то. Вот в это время кто подарки дарит, приходит? Дед Мороз. Дед Мороз. А еще его в других странах называют Санта-Клаус. Так вот этот дяденька и есть Санта-Клаус, и есть Дед Мороз. Это что? Правда? Да, правда. Вот правда. Его больше нет. Он есть. Он есть? Но не здесь. Он на небе. На небе? Да, на небе. А как тогда подарки появляются? А вот он спускается с неба раз в год, смотрит, чтобы детишки себя хорошо вели, и дарит им подарки. Хорошим детям, добрым детям. Поедем мы в церковь на велосипеде. Это просто такой транспорт называется. Это просто такой транспорт называется велосипед. Он как машина, мы на нем постоянно ездим. Все как мы любим, дорога идет в гору поначалу. Ну что, Маш, доедем наверх? Доедем, давай, крути педали. Все, Маш, я больше не могу. Пойдем пешком. Потому что детки покушали перед выездом пешком. В этих местах очень много красивых сосновых лесов. Погода прекрасная зимой. Ну, ночью только бывает иногда холодно. Чем не место для жизни, да? Поэтому все древние цивилизации, культуры вот в таких местах появились. Это же не у нас зимой в избе, да? Сидеть в лесу. Раньше вроде Землянки. другой был климат, здесь же еще теплее надо было. Может быть, было еще теплее. Мы едем в церковь, а потом в магазин покупать продукты. А эти мандарины очень кислые. Вот здесь мы вчера мандаринчик сорвали-то, а из него сок тек, прямо ручьем лился сок. Я даже пробовать не стала, самую сладкую, думаю, яйчики в рот засуну. А она как сморщилась, как выплюнула все это. На удивление оказались мандарины дико сочные, но невозможно просто в рот взять. Горькие, горько-кислые. Так что не все здесь такие вкусные сорта мандаринов и апельсинов. Но по большей части, особенно в
там в Кемере они прям были сахарные. Короче, вот здесь везде повсеместно теплицы. Местные, видимо, по большому счету вот этим и зарабатывают, выращиванием овощей, может, клубники. Но по нашим наблюдениям... Ой, нам машет девочка из машины. Но по нашим наблюдениям, вот пригороды вот это Демре такие очень бедноватые. Тут маленькие домики такие везде. Некоторые прям очень старенькие, с трещинами. Видимо, здесь, ну, особо тут нету отелей. Вот этот туризм не так здесь развит. Только вот люди приезжают, наверное, посмотреть на древний город, на храм Николая Чудотворца. Детишки апельсинчик кушают. Вот где-то там, в предгорье, расположен храм Святого Николая Чудотворца. Вот такой вот город Демре. Перед церковью нам нужно бы найти кафе с хорошим Wi-Fi, чтобы загрузить видео. С машинного телефона опять ничего не грузит. Вроде бы нашли мы кафе с Wi-Fi. Сказали, что можно загрузить. Сейчас закажем кофе, оставим ноутбук и поедем в церковь после этого. Давайте, малыши, вылезайте. Так, у нас, в общем, идет загрузка видео, 37%. Сейчас мы, наверное, ноутбук оставим. И только что мама и папа на друг друга кричали. Ну, не кричали, а разговаривали просто громко. Ноутбук мы оставили в кафе и поехали дальше в церковь. Какая интересная площадь Да-да-да. перед храмом. Дети играют в футбол, бегают. Мы на велик. Может, там поставить? Ну, давай посмотрим, где вход. Вход 17 евро, Маша. Ну что, будем заходить. Детишки бесплатно, как всегда у нас. Видишь уровень земли? А вот это вот внизу, видишь, почему он под землей сделан, как ты думаешь? Потому что раньше был уровень земли вот такой низкий, и все засыпало. Это откопали уже. Поняла? Как засыпало? Я думала, он еще есть. Ну, его расчистили, расчистили и раскопали. Было Оно под все под землей. землей было. Потому что раньше люди ходили, пол был вот здесь, ниже. Был пол, ниже. А Вся сейчас вон земля там была все ниже. ходят, наверху. Столько лет прошло, и вот земля так вырос уровень. В V веке город Мира был вторым по значимости религиозным центром государства Анатолия, а также резиденцией епископа. Благодаря Николаю Чудотворцу этот город обрел всемирную известность. Точная дата рождения Николая Чудотворца неизвестна, но считается, что он родился в IV веке в городе Патара, недалеко от Миры, после чего его родители переехали в Миру, где он служил епископом. Здесь же умер и был погребен. После смерти Николая здесь построили этот храм. Здесь было несколько землетрясений, в результате которых храм разрушался, его восстанавливали. А последнее землетрясение вообще изменило русло реки, и храм был полностью занесен илом, землей, после чего его уже откопали. Детишки, что это за дом? Куда мы пришли? Это храм. Заброшен. Стойте, смотрите на меня внимательно. Когда мы идем в храм, в церковь, мы что делаем, когда входим? Мы православные, это наш православный храм. Православные христиане что делают? Ручкой. Да, правильно, мы крестимся. Влада, а ну покажи, как мы крестимся. Какой рукой мы крестимся? Вот этой. Правой рукой. Вот этой. Где правая рука, да. Сначала лобик, потом животик, потом правое плечо, потом левое плечо. При входе изображен епископ, имя которого неизвестно, но он напоминает собой Николая Чудотворца. Здесь также изображены 4 епископов, и один из них, лучше всего сохранившийся, жил во II веке, и он считается покровителем женщин и помогает им при родах.
Сейчас мы ходим по храму, рассматриваем фрески и слышим мусульманскую молитву, которая доносится с улицы. И это, конечно, удивительно, что раньше это был центр христианства, а сейчас это мусульманские земли. И хорошо все-таки, что турки, несмотря на то, что у них другая вера, все это вот сохранили, не разрушили. Не так, как в других странах, где уничтожали святыни, взрывали статуи Будды. На самом деле хорошо, что мы взяли аудиогида, потому что интересно слушать. Вот здесь, допустим, каждая вот из фресок – это отдельная история из жизни святого Николая. Допустим, вот здесь изображено, как он явился во сне к императору и сказал не казнить военноначальников, которые были невиновны. Если он их казнит, то может умереть сам. И он их помиловал. На этой фреске изображено, как он помог моряку, который умер во время шторма. Святой Николай его воскресил. На этой фреске наверху изображено, как святой Николай помогает бездетной паре. В этом саркофаге, предположительно, был похоронен Николай Чудотворец. Но точной уверенности в этом нету. После того, как Византийская империя пришла в упадок, этот саркофаг разломали, мощи похитили и увезли в город Бари, в Италию, где они находятся по сей день. Это центральная часть храма. Называется Наос. Здесь и происходили все богослужения, здесь люди молились. Вот этот купол был отреставрирован на деньги, собранные в России. Фрески, к сожалению, почти нигде не уцелели. Только при входе немножечко сохранились. Пол украшен старинной мозаикой тех времен. Сейчас мы находимся во дворе храма. Он был полностью погребен под землей в глубине 8-9 метров и был расчищен на деньги, собранные в России, на добровольные пожертвования, собранные в России. Она жива! Мы ходили в церковь до самого закрытия, уже все закрылось, всех выгнали, мы последние. Мы пришли поздновато. Мне очень понравилось то, что мы не в туристический сезон, именно никого не было, и прям Были классно. люди, кстати, были даже турки. Тоже приходят смотреть. Малыши, что вы думаете о храме? Хорошее место? Что вы чувствовали? Ну тоже такой разрушенный. Потому что древний. Всё. Кому это был храм? Какому дяде? Как его звали, Влада? Сейчас. Потому что Максим Петропа Влада. Влада, как дядю звали? Я забыла. Николай? Чудо. Чудотворец, он творил Чудотворец. чудеса. Папа, у мамы в ракушке настоящий глаз, он очень видный, там крабик. Это что, Влад, за пес у вас новый? Какая порода? Борзая. Двор Это борзая? девочка. Это... Сыр дадим ей еще? Прям у него, Да. представляешь? Глаз прям тут. Мама у нас побегала и принесла какую-то ракушку. Я принесла, думала, пустая. А там два глаза, вон их видно прям. Это крабик. Видишь, круглые маленькие глаза. Мама, это крабик. Не знаю, надо Пока большую я камеру несла, брать, она чтобы у снять. меня в руке вылезла. Покажи. Вот, видишь, вот у него нога, а вот глаза, прям два глаза, раз и два. Ну, надо отпустить в море, наверное. Ну, сейчас пусть он вылезет, интересно посмотреть. Мама, там какой-то маленький... Я пробежала вот с самого того конца побережья до сюда. Она у меня в руке была, я думала пустая. А когда сюда уже пришла, она мне пощекотила за руку. Мама, так это
Это маленький, Малыш, смотри, маленький какой. осьминожик. Не, осьминожки не живут в таких ракушках. Мама, смотри, можно приготовить. Не надо, ты что, тебе не жалко? Мы отпустим, просто сейчас посмотрим. маленький, хороший. Я Смотри, не тихо, вижу. тихо, он вылезает, тихо, не пугайте. Сейчас мы собираемся выезжать в сторону Каша. Когда мы сюда заезжали на этот пляж, песок был чуть влажный. Сейчас он высох. И все время, пока мы здесь стоим, мы наблюдаем, как легковые машины застревают и их вытаскивают. Как сейчас. Посмотрим, удастся ли нам выехать. Конечно, нам все удастся. Мы собрали все вещи, практически готовы выезжать. Сережа уверен, что мы нормально выедем. Здесь еще дорога объездная, вот эта вот. Но мы когда заезжали, ехали именно вот по той дороге, где машина сейчас застряла. И заезжали сюда, на холм. Вот здесь утоптанный песок, а здесь он уже стал высохший. Мирова. Выехал. Я думаю, что нам надо ехать вот по этой дороге, по верхней. Какой верх? Вот по этой. Здесь. А, здесь не проехать, Герман. А ты там пешком ходил? Там он высох, стал прям сыпучий он там. Там ходил, да. Ну, не разъехаться, там узко. А с кем разъезжаться-то? Там никого нет. С самим собой не развернуться. Там же поворот есть. Здесь проедем, нормально будет. Не знаю, Сереж, что-то я сомневаюсь сильно. Дождя ждать? Не успел выехать, уже по новой застрял, обратно поехал. Öteki tarafa kaldırın. Siz orayı kaldırın. Buraya yük basın. Ha, oradan kaldırın, buraya yük basın. Hadi. Ну что, пытаемся выезжать под дождем. Надеемся, та дорога лучше, по которой сейчас Гера поедет. Туда чуть-чуть. Нормальная проходимость у нашего автодома, Марк. Да нормально, там вроде дорога ничего такая была. Ну, а там все Ну, перепады, там, да, на там. скорости заезжать. Мы бы там точно встряли бы. Ну там да. А Здесь Сережа вроде говорит, ничего. езжайте там. А сейчас вот дождичек намочит, опять будет мокрый песок, как в тот раз. Может быть, Ну, только не скоро еще, когда конечно, не так уже быстро. его проехали, мокрый, он нормальный. А когда он такой мокрый, я не знаю, хорошо это или плохо. Ну да. Ну давай, езжай. В общем, все нормально, вроде выехали. Опять дождь идет в дорогу. Ну, ничего, из Кемеры мы тоже выезжали под дождем. Говорят, дождь в дорогу на счастье. Красиво. Пойдем посмотрим, как Сережа будет сейчас выезжать. Вот это выезд второй, где мы заезжали изначально.
Серег, ну сейчас под Мочилом, мне кажется, можно и там проехать. Здесь Да. Ну здесь я вообще спокойно прошел по той дороге. красавчик. Но дождь усилился. Я спокойно заехал. Держи рацию. Куда едем в итоге-то? На пляж или в центр? На пляж, Каш. Не На пляж доезжая еще? Кемера пару километров. Но это уже, Каша не доезжает. это уже, да, Каша. Это уже Каш, но только окраина. Мы едем дальше. Нас снова ведет Сережа в неведомые дали. На улице дождь, как и в прошлый раз. Ну а эта серия на этом заканчивается. А наш сериал «Автодом 2» длится постоянно в реальном времени.